Свой четвертый студийный альбом группа Bad Company выпустила в марте 1997 года. Альбом назывался Burning Sky. В моей коллекции данный альбом представлен оригиналом, выпущенным в Великобритании. Альбом Burning Sky был записан во Франции, в Шато де Рювиль, в июле и августе 1976 года с будущим инженером группы Rolling Stones Крисом Кимси. Это был первый раз, когда они использовали настоящую студию, а не мобильную съемочную площадку в грандиозном месте. Но для жизни в этом шато условия были довольно некомфортные. Поэтому, к примеру, Роджерс ездил на выходные в Париж, где снимал номер в хорошем отеле. Выпуск альбома был отложен до марта 1977 года, чтобы не конкурировать с тогдашним альбомом группы Run with the Pack. Burning Sky оказался самым неудачным из первых 4 альбомов группы, достигнув 15 места в США и 17 места в Великобритании. Обложка этого альбома похожа на плакат для фильма 1969 года Сэма Пекинпа «Wild Bunch». И на обложке пластинки мы видим Роджерса в хаппи. Это традиционная японская одежда, как халат. Ему просто понравилось, как это выглядит. Хотя фанаты думали, что это такое кимоно, так как знали, что Роджерс занимался в то время карате, стиль вадарю, что в переводе означает «путь мира». Тренером у него был сенсей Сузуки. Как вы знаете, Роджерс еще занимался и боксом, проводя спарринги в спортзале в Восточном Лондоне. Этот спортзал принадлежал отцу одного парня из охраны группы. Там даже Роджерсу представилась возможность провести спарринги с чемпионом мира в полулегком весе Корнелиусом Боза Эдвардсом и чемпионом Великобритании Джоном Конте. Кстати, Роджерс утверждал, что именно занятия спортом помогли ему завязать с употреблением кокаина и алкоголя. В 70-е, как вы знаете, музыкальный бизнес был переполнен выпивкой и кокаином. В то время, работая над альбомом Burning Sky, был последний раз, когда Роджерс принимал кокаин. Хотя Burning Sky не образец мастерства группы по исполнению и написанию песен, все-таки альбом демонстрирует серьезную работу и четкое звучание уже с несколько измененными, ранее установленными стандартами фирменного звучания группы. Песенный материал этого альбома в основном не дотягивает до высокого качества первых 2 альбомов. Тексты песен мало запоминаемы, а запись альбома Роджерс вспоминал: «Для 4-го альбома Burning Sky мы приехали прямо из концертного тура, где мы играли хиты, и нас пригласили в студию. Мы не были готовы и у нас не было песен. Мы с Миком решили, что если мы не сделаем достаточно хороший альбом, то даже не будем выпускать его». Альбом начинается в классическом стиле Bad Company. Заглавного трека альбома Burning Sky. Песня была написана Полом Роджерсом. Эта песня находится на одном уровне с треками из первых 2 альбомов и, возможно, самая лучшая на этом альбоме. Музыку и текст песни Роджерс дорабатывал прямо в студии во время записи альбома, так как к началу записи не были до конца готовы ни текст, ни музыка песни. Роджерс вспоминал: «У меня был только припев для заглавного трека. Небо горит, я верю, моя душа в огне». Но я написал куплеты и аккорды в один из выходных, вернулся в студию и сказал: «Хорошо, у меня есть одна песня». Они зажгли красный свет, а у меня вообще не было текста. И я просто сочинил его на месте. И песня получилась хорошей. Музыкальные критики различных музыкальных изданий оценивали эту песню как одну из 10 лучших песен группы, давая ей места с 7 по 9. Как писал журнал Rolling Stone, заглавный трек закладывает все удобные параметры: драматический мажорный гул, зловещий вокал и скупой элементарный стук ритм-секции, которая на этот раз менее гулкая благодаря звукорежиссеру Крису Кимси. Мик Ральс продолжает играть полные жесткие аккорды и простые сольные партии, но его ритм и заполнение становятся более сложными, в то время как почти постоянное использование фазирующего устройства придает его инструменту гораздо более эффективную подачу. Песня Burning Sky была выпущена с альбома как сингл. Второй трек альбома, песня Morning Sun, по своему стилю напоминает творчество группы Free с традиционным сопровождением звучания акустической 12-струнной гитары. Следующий трек Leaving You уже ближе к традиционному звучанию Bad Company. После следует трек Like Water, который опять же ближе к традиционному звучанию группы Free, что объясняется тем, что Роджерс написал эту песню во время работы с группой Free
в соавторстве со своей тогдашней женой Мачико Симидзу. И это был один из немногих треков, записанных группой Роджерса Peace во время раскола группы Free. Завершает первую сторону альбома трек Everything I Need, который выпускался в качестве сингла. Песня в стиле традиционного рок-н-ролла 60-х. Вторая сторона альбома открывается заводной песней Heartbeat с фанковой базовой партией Боза Баррелла. Вторая песня этой стороны альбома Peace of Mind. Эта песня особо ничем не выделяется. Далее короткий на 2,5 минуты трек Passing Time, который не имеет в себе чего-либо, что привлекло бы к нему большинство слушателей. Песня Too Bad, написанная Миком Ральфсом, самая тяжелая на этом альбоме. Она также выпускалась в качестве сингла. Далее идет снова песня авторства Мика Ральфса. Это трек Man Needs Woman. Энергичная песня, приятно звучащая с хорошей игрой саксофона Мэла Коллинза. Завершает альбом трек Master of Ceremony. Это результат коллективного авторского творчества всех членов группы. Этот трек журнал Rolling Stone назвал самым извращенным треком альбома, описав его как джем панихиду. Master of Ceremony – это двухаккордный, органно-гитарный вампир, благоухающий неизбежным. Но именно такие треки, как Master of Ceremony и очаровательная пародия на регги Everything I Need, добавляют Burning Sky привлекательности. Альбом Burning Sky имел меньший коммерческий успех, чем первые три альбома группы. Альбом впервые не попал в десятку лучших в США и Великобритании. Это можно объяснить наличием только одного хита заглавного трека. Альбом занял 15 место в чарте США и получил золотой диск. Музыкальные критики считают Burning Sky самым необычным альбомом для Bad Company. Слишком короткая продолжительность треков и сомнительное качество микширования от Криса Кимси. Альбом Burning Sky все равно любим фанатами, хотя он и уступает популярности предыдущим трем альбомам группы.